Ребята, всем привет! Мои видео содержат разные размышления о пианизме и делятся. Некоторые переходят в некую философскую сторону, в противоположность четко структурированной технической стороне занятий и простому восхищению высокому искусству в разных его видах, от исторических фактов про музыкантов и гениальные переломные события в мире музыки, заканчивая психологией исполнительского состояния и так далее и тому подобное. И такой подход обрисовки тем я практикую уже очень долго. Сегодня же попробую округлить все стороны. Если вам интересно, оставайтесь со мной. К чему я, собственно, веду? Всем профессиональным пианистам или пианистам с базой качественно промывают мозги на протяжении очень многих лет самые лучшие умы фортепианной педагогики. Как так? Вот так. Плотно сидя в свое время на мастер-классах и советах мастеров фортепианной игры, я лично удостоверилась в том, что начиная с определенного уровня владения своим инструментом, подобные советы от гуру, они начинают приобретать какой-то полумистический оттенок. Все больше они упоминают свободу, все больше упоминают душу, все больше упоминают Бога. И словесное описание действий за инструментом становится каким-то абстрактным, становится каким-то просто размытым. И нужно крепко постараться, по крайней мере, вообще ухватить вот эту чужую эфемерную пианистическую мысль, опираясь лишь на опыт своих собственных ощущений. Либо это будут просто пустые для тебя слова. Вроде на каждом этапе могут использоваться одни и те же слова, одни и те же фразы и даже одни и те же предложения для описания проблемы. А смысл их для вас со временем будет все время меняться. Поэтому язык, он так неточен, поэтому так трудно опираться в обучении только на своего преподавателя. Главная цель действий пианиста – то, чего нет. А в научном смысле, который ему, собственно-то, и не нужен, но для очистки совести надо уточнить, то, чего не может быть, но на что должно быть похоже. И вот теперь и представьте, как педагогам, пианистам порой очень сложно описывать задачу для своего ученика и просить его создать какие-то физические и тактильные ситуации для получения какого-то конкретного образа. Просто голова кругом идет. Прикосновение к клавишам пианистам – это осязательное. Итак, пианист сообщает как бы клавишному звуку свое отношение к нему. Иначе говоря, пианист общается, ну или по-хорошему должен общаться с фортепиано как с живым существом. Вне музыки любой человек имеет огромный опыт тактильного общения, даже если этот опыт ограничен какими-то социальными или психологическими рамками. Ну, например, это может быть застенчивость, сдержанность, какие-то религиозные нравы. Все равно при этом найдутся существа, которых можно трогать без особого риска для здоровья. Это родственники, это ваши животные, дети, друзья. И такое общение, оно жизненно необходимо человеку. Оно дает ему возможность преодолевать барьер языка. Но только в двух случаях тактильный контакт является главным каналом общения. Это грудной ребенок и это эротика. Именно в эротике общение тактильное обретает богатство градаций. Итак, пришло время огласить мой провокационный тезис. Фортепианное звукоизвлечение и тактильное общение в эротике, которое по-русски именуется ласками, это различные проявления одного и того же способа общения. Это передача своего отношения через прикосновение. В данном же контексте, безусловно, принципиально не эротика, а осмысленное прикосновение к эротике, не имеющее прямого отношения. Но богатство тактильно-эмоциональной градации, сравнимое с фортепианным звукоизвлечением, встречается только в эротике и больше нигде.
Говоря еще проще, фортепиано всегда звучит так, как вы его трогаете. И ситуация, когда вроде бы хотел так, а прозвучало эдак, является роковой для большинства начинающих пианистов. И объясняется она вовсе не коварством астральных сил каких-либо, а тем, что намерение просто не воплотилось у вас в телесной форме. Ведь, извините, но инструмент не телепат, он не реагирует на вашу мысль как таковую. Фортепиано реагирует на тело, на руки, на пальцы, ну и косвенно на состояние ваших локтей, плеч, спины, поясницы, включая, как ни странно, голову у некоторых. Объем памяти, который использует пианист для выполнения какой-то конкретной задачи на фортепиано, допустим, игры какой-либо сонаты, просто слишком маленький, чтобы разместить в нем все необходимые компоненты игры. Поэтому опытные пианисты делят задачи в исполнении конкретного произведения на две папки. Это сознательное и бессознательное. Какие именно компоненты вы собираетесь хранить в своем сознании, это лично ваше дело. Вы можете позволить всем эмоциональным аспектам проходить интуитивно и сосредоточить свое сознание, допустим, на достижении, к примеру, правильной аппликатуры в каком-то конкретном трудном пассаже в это время. Или вы можете позволить бессознательному заботиться об аппликатуре и обратить в это время ваше внимание на выразительность пьесы. Либо вы можете даже вообще бессознательному делать всю работу и перейти в это время в транс во время игры, и в конце концерта вы даже не будете помнить вообще, что происходило на сцене. Но чтобы все произошло без эксцессов, перед этим происходит кропотливая, умственная, большая работа и большое количество попыток репетнуть вот это вот вхождение в транс с последующим выходом из него и анализом всех минусов вот этой вот вашей бессознательной папки, бессознательной памяти. То есть понять, что вам не удалось контролировать в таком состоянии, что именно не получилось и как это исправить в будущем в вашем исполнении и далее уже подняться просто на ступеньку выше. Недавно читала следующий комментарий, цитирую. Музыкальное произведение – лишь набор правильных звуков в определенном ритме, а когда нажать педаль, ты как-то интуитивно чувствуешь. Ты много раз слышал эту композицию в профессиональном исполнении и слышишь композицию, как она должна звучать, пытаясь отобразить это на инструменте. Только нужно понять, что нажимать, остальное должен чувствовать сердцем. Мне кажется, это самое главное. Какими бы знаниями ты ни обладал, если музыка не исходит изнутри, ничто в жизни и никакие оправдания не помогут. Аппликатура, понятное дело, ни тут, ни в нотах не разъясняется. Ребята, нет. Для кого-то это верная мысль, но для меня это просто дилетантизм. Кстати, если почитать комментарии под моими видео, допустим, под видео 10 характерных особенностей хорошей игры от Сергея Васильевича Рахманинова, то даже его некоторые на полном серьезе считают пустословом в его советах. Стопроцентного признания после смерти человеку не пришло, понимаете, даже несмотря на все его заслуги. Его методический посыл не для всех оказался ценен, поэтому что уж говорить о простых смертных. Но к чему я веду? Ничего, совершенно ничего с потолка интуитивно не приходит. И приведу примеры. Аппликатура разъясняется сразу и железобетонно для конкретного произведения. Совершенно математически, физиологически оправдана она должна быть. К тому же она может быть пианистически удобной и неудобной, и исполняется она всегда в стопроцентной точности. После того, как вы ее для себя создали, либо вы играете авторскую или редакторскую. Ее неожиданные изменения для исполнителя впоследствии могут нести за собой такие, знаете, как несостыковки в воспоминаниях физических, мышечной моторной памяти. И как результат получаются неудобства для исполнителя.
так как руки аппликатуру мышечно запоминают, и потом ее уже очень неудобно переучивать. Конечно, можно, но это получается уже дальше просто двойная работа. Педаль. Не просто момент удлинения звучности аккорда и тому подобное, то есть или какое-то там тупое замазывание сверху, как сметаной обертонов, а это определенная необходимость в звуковых эффектах в данном конкретном случае, то есть только там, где это действительно предусмотрено, где это действительно нужно. А правильное и художественно оправданное владение педалью – это залог хорошего вкуса, это залог тонкой передачи всех художественных задумок автора, прежде всего. Это передача всех красочных воздействий, которые он задумал в конкретном произведении. Искусство владения педалью – это не просто нажал, снял. Ее грань, она крайне тонкая, потому что ее звуковые возможности просто безграничны. Поэтому обучение педалированию – это одна из последних ступенек к мастерству. Искусству педализации пианист приходит в последнюю очередь. Это очень тонкое искусство, даже если к этому времени он уже многое может технически. Если пианист начал заниматься, к примеру, в 4 года, то к пониманию всех педальных тонкостей он осмысленно придет только к годам 14-15. Сыграть произведение – это не просто моторно нажимать клавиши там, где это необходимо. И никакое движение души в этом не поможет. Это совершенно обыденный зрительский эффект на слушателя, который производит профессиональный пианист. И слушатель считает, что пианист такой сам по себе талантливый, он играет от души, что душа у него просто поет, что он по наитию все сам, все свыше, и все ему от боженьки далось. Нет, это совершенно не так. Каждое движение, поворот, поднятие руки, поворот тела, подскок на стуле, нажатие, снятие педали, поворот локтя, даже просто положение ног и наклон головы, тела в ту или иную сторону, там, наклон на ту или на иную ягодицу при исполнении конкретного произведения, все это несет в себе какую-то определенную и очень четко продуманную задачу прежде всего. И если вот эта цепочка порвется, если что-то пойдет не так, если что-то не будет соблюдено в точности, то игра просто станет другой. Все отточено, как у фигуристов на льду. И любая помарка, любое движение, другое движение на сцене, оно может стать фатальным для исполнителя. На лице пианиста в этот момент может быть пасторальное умиротворение. И если обывательский слушатель такое узреет, он может считать, что в это время пианист, наверное, каких-то пасторальных овечек на лугу считает или представляет себе коровок из рекламы Milky Way. Но это не так. В голове в это время у пианиста точное распределение физических сил и тонкий расчет. Учить произведение – это не значит запомнить технически только какой-то набор движений. Нет, здесь нужна и тонкая художественная звуковая работа, отработка. А культура и качество звукоизвлечения – это самое важное. Это и есть пианизм, это и есть искусство. И для овладения этим искусством и начинают учиться игре. Это и есть искусство, это и развивает. В противном случае это так, просто какое-то обезьянничество, и зачем тогда себя обманывать в том, что ты владеешь инструментом. И это, кстати, не только мое мнение. И последнее по поводу пианизма. Пианизм, конечно, штука сложная. Она сложная, виртуальная, необъяснимая, космическая и эфемерная в одном лице. Простой фортепианный звук, который получается, если нажать клавишу, как она есть, без звукотворческих каких-то усилий, не имеет никакой эстетической ценности, он просто не интересен. Это сырье. Это глина, из которой пианисту позже нужно будет слепить какой-то звук художественный, звук осмысленный, звук информативный, похожий на что-то. И поэтому быть
стараться быть хотя бы профессиональным музыкантом, идущим в ногу со временем во всех смыслах, это тяжело. Ты вечно идешь в гору и никогда не сможешь достичь вершины, потому что с каждым годом она все выше и выше. Ты всегда зависим от времени, потому что тебе нужно распределить твое количество занятий. Музыканту не получится выучить все за один раз и навсегда. Обязательно позже что-то вылезет, обязательно что-то найдется, что ты не умеешь, обязательно что-то выйдет из рук. И поэтому по-настоящему ищущий музыкант не напишет о себе, что он лучший, что он гениальный или еще какие-то такие эпитеты, мол, это сказали о нем другие, и вот он сейчас это себе приписал. Некоторые могут искать для себя какого-то идола для преклонения, и найдя его, они ему не завидуют. Они прежде всего злятся на самого себя. Себя, такого никчемного, которому нужно пахать. При том, что в своих устных описаниях себя они будут очень скромными. Слишком много работы над собой, но вот это вот обилие сложностей, вот эта вот ширина охвата, это и наука, это искусство, это и спорт, это и мировоззрение, это и самосовершенствование, это и самобичевание. Вот это все и позволяет выложиться в этой деятельности на все 100% по максимуму. И в будущем превратиться просто в суперчеловека. А еще мне кажется, что музыка по своему масштабу, по своему охвату, она сравнима с философией, ведь она также соткана из противоречий. Она поэтому такая гениальная и поэтому, видимо, полностью непостижимая наука. На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!